А мы рады вам представить наших гостей. Сегодня к нам приехали путешественники Юрий Калика, Рауф Хасанов и Дарка Клокочевник. Мотопутешественники из Москвы едут во Владивосток. Ну и к нам заехали, само собой. Но, судя по фамилиям, не все из Москвы. Доброе утро! Расскажите, какой у вас путь, откуда начинаете, где планируете закончить и какое количество времени на это будете тратить? Мы начали в Москве, соответственно, финальный наш пункт назначения Владивосток, то есть мы сейчас где-то 40% пути прошли, вот. По времени это примерно 22 дня, то есть у нас 19 дней мы едем и 3 дня у нас дни отдыха, вот как в Красноярске, например. Хорошо. Из чего складывается ваше путешествие? То есть вы планируете, что сегодня, например, проедете 1000 километров, потом будет сон и поедете дальше. Как вообще строится маршрут ваш? Маршрут уже полностью спланирован, у нас забронированы гостиницы, и, соответственно, мы едем, примерно это 400-600 километров в день, дальше исследуем новые города. Что мы там делали? Мы стреляли уже из Калашникова в Ижевске, смотрели музей, мы ездили на Уралах в Екатеринбурге, в лесу, фрот, очень классный опыт. Здесь были у вас потрясающие музеи Александра Шестакова, были в Столбах. То есть примерно складывается, что 70% мы едем, дальше уже отель и отдыхаем, исследуем города, то есть 2-3 часа гуляем. Какие-то... Не превращалось в такую гонку, да, постоянную? Ехать. Да, абсолютно верно, потому что это можно проехать за 2 недели, там, за 15-17 дней. Но мы как бы делаем это в удовольствие, чтобы и пообщаться с людьми, и посмотреть города, и, ну, в общем, получить удовольствие и не сильно устать, а, в общем-то, отдохнуть. Но у вас интернациональная команда, вы же из разных стран все собрались, да? Ну, Да. скажите об этом, как вы друг друга встретили и как вы общаетесь вообще в дороге? Мы общаемся на английском, на русском, на славянском немножко, потому что с русским это, ну, схожие очень многие слова. Дарко — это из Словении, тоже очень опытный байкер, который объехал всю Европу уже, и вот решил, что надо увеличивать, смотреть мир. В дальнейшем планирует тоже Австралию, планирует Америку пересечь. Рауф из Азербайджана. Проехал тоже очень опытный райдер, ездил уже в Америке, запретное королевство Мустанг, поэтому все ребята опытные, идем хорошо. К таким особенное уважение, правда же? Да, это вообще у нас потрясающая... Ну а как вы друг друга находите-то? На сайтах, на форумах, где вы Я встречаете? организую мототуры по России, ну, компании Venture, и, соответственно, я рассказываю, промоутирую, и ребята, кто хочет, то есть так мы познакомились. Ребята прилетают, и я организую, они получают мотоциклы, и мы едем вместе. Мотоциклы вы выдаете, получается? Да, ну то есть для них, получается, мотоциклы, как они берут в аренду. Понятно. Я думала, со своим мотоциклом из Словении, из Азербайджана. Нет, здесь все получили. Некоторые едут и так, но сейчас это очень тяжело. То есть прилететь в Россию вот для словенца мы делали специальную бизнес-визу, потому что граница официально закрыта. Вот. Приехать на своем мотоцикле сейчас пересечь границу невозможно пока. У нас были буквально месяц назад байкеры, которые ехали из Москвы в Владивосток. Это семейная пара на одном мотоцикле. Так вот они обратно из Владивостока, я думала, поедут. Они говорят, нет, мы не поедем, мы полетим обратно. Как у вас обратный путь? Мы также. Мотоциклы на поезде, мы на самолете. Ну, потому что это будет уже середина сентября, и погода будет непредсказуемая. Ну и плюс повторять тот же маршрут, сделать его сильно другим, разнообразным довольно тяжело. Вот, поэтому проще прилететь, вернуться, мотоциклы вернуться позже. О впечатлениях, о дороге, о наших людях пару слов давайте и зададим нашим гостям. Давайте спросим Рауф? Да, Рауф. Потому что... Рауф, вы же наверняка, здравствуйте, вы в России не первый раз? Или первый раз? Нет, конечно, нет. Далеко не первый раз. Просто для меня это путешествие вдвойне приятное, потому что я гражданин Азербайджана, и так получилось, что я первый райдер Азербайджана, который идет этим маршрутом, достаточно длинным. И второе, то, что мне в дороге исполнилось 50 лет. Ой, поздравляем вас! Да, далеко. В каком городе отметили? В Екатеринбурге. У меня бабушка, да, у меня бабушка из Екатеринбурга, так что я на родине своих предков ее отметил. И, во-первых, я должен воспользоваться этой возможностью, поблагодарить вас, российский народ, потому что мы во время нашего путешествия слышали только добрые слова. Потому что нам и вслед говорили много теплого, желали замечательных дорог.
как говорят, с Богом по всем дорогам, да? А как дороги-то в России? Замечательные, замечательные. Вы знаете, я ничего такого, в смысле, мы достаточно быстро ехали, не нарушая правил. Вот. И, как видите, еще такие целенькие. А насколько комфортно с другим транспортом на трассах России? Я на других транспортах... Нет, я имею в виду с другим транспортом, когда рядом едут фуры какие-то там, легковые автомобили. Да, российские водители достаточно лояльно к нам относятся, уступают, все замечательно, никогда никаких конфликтов не возникало, за что им огромное спасибо, то, что они входят в наше положение. Все-таки мы маленькие на этой дороге и очень уязвимые, и нам всегда уступают, всегда приветствуют. Недавно вообще кричали: о, ребята на восток идут. Отлично, слушайте. Ну, конечно, это такие впечатления, такие Да, не приключения, класс просто. Да, ну и стоит, наверное, сказать, что вы не последние, наверное, путешественники в нашем регионе, потому что действительно в этом году, по крайней мере, в нашей программе уже третьи ребята, которые рассказывают о том, как прекрасно путешествовать на двухколесных транспортных средствах. А я правильно понимаю, что Красноярск — это такой обязательный пункт посещения, да? Ну, конечно. Но мы стараемся остановиться везде, где есть что посмотреть, а тут потрясающие столбы, музеи, сам город очень интересный, красивый, горы. Мы едем еще через Дивногорск, практически по серпантинам. Да, это без Красноярска никак. Проехать Трансип и не заехать в Красноярск — это... Приятно, честно Да. сказать. Вам большое спасибо. Пусть путешествие сложится так, как вы запланировали. Достигайте конечной точки. Ну и приезжайте еще. Будете знать, где остановиться и кому приехать. Спасибо. Дарко, мы с вами не поговорили, но языковой барьер. Мы желаем вам доброго пути. Спасибо, что заехали к нам. Всего доброго. Спасибо.